Добрый вечер, дорогие друзья. Я вернулся к вам, как обычно, с новым переводом. В этом месяце я сделал почти 15 видео, по-моему. И это очень хорошо, потому что раньше я делал 7 переводов в месяц, а сейчас уже 15. То есть это прогресс. И, ребята, если у вас есть возможность, пожалуйста, поддержите меня. Вот тут вы увидите Сбербанк, Виза. А на мою визу-карту можно переводить с любых стран мира. В буквальном смысле, да. Давайте начнем. Прежде чем мы начнем, у нас для вас небольшой вопрос. Проверим, насколько хорошо вы знаете Тимаша. Если вы настоящий дирс, то должны легко ответить. Итак, сколько лет Димашу прямо сейчас, в 2023 году? Если досмотрите видео до конца, мы скажем правильный ответ. Я знаю, многие из вас уже бегут писать ответ в комментариях. Да, знаю. Ну а если вы впервые на нашем канале, спасибо, что заглянули. Меня зовут Фил. А это моя соведущая Сэм. И мы Bars and Barbells, как команда. Мы всегда снимаем реакции вместе. И сегодня решили вернуться к одному из самых первых видео на нашем канале. Реакции мы записываем уже почти год. Вообще-то да, примерно год. Хотя по-настоящему серьезно мы занялись этим только в январе. Но одним из видео, которое действительно дало толчок нашему каналу, была реакция на исполнение Димашем SOS. Тогда мы смотрели более раннюю версию, а сегодня будем смотреть выступление 2022 года. Оно более свежее, так что, возможно, исполнение стало еще более отточенным или просто ощущается по-другому. Нам захотелось снова вернуться к той самой песне, которая когда-то буквально взорвала нам мозг. В прямом смысле этого слова, да, это был самый первый раз, когда мы услышали Димаша, и тогда у нас был только один вопрос. Он вообще человек? Мы никогда раньше не слышали ничего подобного. Если вы не видели ту реакцию, обязательно посмотрите. Видео уже старое, поэтому качество съемки тогда было далеко не таким, как сейчас, но сама реакция была абсолютно искренней. Именно тогда мы стали поклонниками Димаша. С тех пор мы посмотрели огромное количество его выступлений. Были такие моменты, когда он настолько сильно меня поражал, что я не могла просто говорить. Я начинала лепить странные предложения, путать слова. Кажется, однажды я даже сказала что-то вроде «Он взорвал мне рот». А я вот не помню, когда это было или в каком видео это было. Но за это время мы посмотрели очень много выступлений Димаша и получили огромное удовольствие от этого пути. Поэтому сегодня мы решили снова вернуться к одной из самых первых песен и посмотреть, как теперь будет восприниматься это исполнение, когда мы уже гораздо лучше знаем и саму песню, и самого Димаша. Ну и перед началом, ребята, я прошу вас подписаться на канал переводчика и на их канал Bars and Barbells. Все, давайте начнем. Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. Так, хорошо. Je te jure, confondez la vie avec nos bandes dessinées. Ce qu'on nous envie, tu métamorphoses. Je sens quelque chose qui m'attire. Allez, Я потом немного отмотаю назад. Ты заметила, как далеко он держал микрофон?
Да, не говори, это же безумие. А еще был момент, когда он отвел его, и звук так красиво, так плавно затих. Да, это было безумие. Я не могу вспомнить нашу первую реакцию на него. Может, память меня подводит, но мне кажется, что здесь он поет намного более собранно, а еще более мелодично и еще душевно, я бы сказал. В прошлый раз я запомнил прежде всего невероятную мощь. Это был просто шквал энергии. А здесь эта мощь никуда не делась, но он держит ее под полным контролем. Не знаю, может быть, дело еще и в атмосфере. Тогда было огромное шоу «Море света» и спецэффектов. Да, это было масштабное выступление, не говори. Я уже не помню, чем отличалось музыкальное сопровождение там и здесь, но эта версия мне очень нравится. Да, мне тоже. За эти пару лет он наверняка еще сильнее вырос как артист. Думаю, как исполнитель он стал еще увереннее, еще более отточенным. В конце концов, он наверняка исполнял эту песню уже бесчетное количество раз. Тебе нравится эта версия? Да, мне нравится. И знаешь, что еще удивительно? Ты вроде бы прекрасно знаешь, насколько он хорош, но каждый раз все равно сидишь и думаешь, блин, что это такое? Теперь, когда мы гораздо лучше понимаем его голос, можем по-настоящему оценить его диапазон. Вы столько раз писали нам об этом в комментариях, и теперь мы действительно понимаем, насколько он невероятен как вокалист. Но больше всего поражает то, как он способен буквально за мгновение перейти от самых низких нот к самым высоким. И как мы говорили в самом начале, все это он сочетает с невероятным контролем микрофона, дыхания, пространства и атмосферы. Он только что вытянул огромную длинную ноту, а потом сразу же перешел к следующей фразе. И ты даже не слышишь, когда он успел вдохнуть. И знаешь, если это действительно результат того, что он продолжает становиться лучше, это вообще невозможно осознать. Как можно стать еще лучше, если ты и так настолько хорош? Ладно, я еще раз хочу посмотреть тот момент с микрофоном. Он просто взорвал мне мозг. Pourquoi je le fais? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Je crois pas qu'elle est trop de notre monde. Holy crap. Да, невероятно. Sheesh. Wild. Killed it. Он все порвал. Да. Забавно, что перед просмотром я думал, ну да, я уже видел это выступление, знаю, что будет круто, но он все равно снова меня поразил. Ты никогда не угадаешь, что именно он сделает, и каждый раз он оставляет тебя в полном шоке.
Это правда. Конечно, когда мы услышали эту песню впервые, эффект неожиданности был совсем другим. Тогда нас просто накрыло. Но сейчас, спустя несколько лет, пересматривая именно это выступление, я уже понимая, насколько он вырос как артист, я впечатлена ничуть не меньше. И еще в этот раз у нас были слова песни. Конечно, неизвестно, насколько точно это перевод, но благодаря этому я гораздо глубже почувствовал саму композицию. Начинаешь сильнее ощущать боль и эмоции, которые он вкладывает в исполнение. Мне кажется, он передал их просто великолепно. И еще меня всегда поражает его способность держать зрителя в напряжении, буквально на каждой ноте и каждом слове. Даже когда он делает паузу, ты все равно не можешь отвести взгляд. Все время думаешь, что же он сделает дальше. И это работает. Не только благодаря его голосу и силе исполнения, но и благодаря мимике, движениям на сцене. Он не делает ничего чрезмерного или показного, но все равно полностью захватывает твое внимание. Ну что ж, Сэм песня понравилась, и мне тоже. Надеемся, что и вам эта версия пришлась по душе. Если да, то обязательно поставьте лайк, оставьте комментарий, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. На этом у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока.